Приветствую всех, друзья! Сегодня решил поговорить про довольно странную и весьма необычную малоизвестную компанию по производству металлообрабатывающих станков. И называлась эта компания Childs Company. По некоторым данным, находилась в городе Форт Уэйт, штат Индиана, США. Компания Childs ориентировалась на производство небольших горизонтальных и вертикальных фрезерных станков и, по-видимому, одного токарного станка. Размеры станков были небольшими, что, собственно, можно понять даже из названия компании, которое переводится как «дети». Все это позволяет предполагать, что станки предназначались для домашних или профессиональных мастерских, работающие с маленькими компонентами. Существовала компания около 30 лет, с конца 40-х по конец 70-х 20-го столетия, а специфический дизайн продукции компании, соответствующий данному периоду и локализации, был, мягко говоря, на любителя, чего не скажешь о качестве сборки. Чтобы лучше представить размеры, например, горизонтального фрезерного станка, скажу, что в 20 веке большинство производителей клеймили свои самые маленькие станки цифрой 0, если еще меньше, то двумя нулями. Так вот, в нашем случае аж 4 нуля, что вполне можно было сопоставить пропорции с моделью. А если конкретно, то высота станка составляла около 100 см, ширина 25 см и глубина 30 см. Но несмотря на небольшие размеры, у станка были характерные ребра жесткости, которые шли вдоль всего станка, от задней нижней части станины до передней поверхности хобота. Весил станок также немало, благодаря тому, что почти полностью состоял из чугуна 50 кг. Все эти характеристики отчетливо намекают на возможность использования станка в качестве серьезного инструмента для профессиональной мастерской. Конечно, имелись и серьезные недочеты, проявившиеся в результате борьбы за массивность и надежность. Например, стол, непропорционально толстый, около 7 см, имел только один Т-паз на рабочей поверхности, а из-за желоба для охлаждающей жидкости рабочая область уменьшалась до 21 см. Несмотря на все это, у станка были и неопровержимые достоинства, как, например, маховики с обоих концов стола со скошенными циферблатами на лимбах. Также предполагается и наличие микрометрических винтов на всех координатах. Все перемещения осуществляются на ласточкиных хвостах. Со станком поставлялась и металлическая тумба, в которой находился электродвигатель, а также 9-скоростной промежуточный вал, находящийся в подвешенном состоянии, а также шкивы для поликлинового ремня. Все это отчетливо намекали на способность к тяжелой работе. Подмена скоростей осуществлялась путем перебрасывания ремня, для ослабления которого был специальный массивный рычаг. Позднее, уже в штате Джорджия, компания выпускает еще один редкий и необычный, уже вертикальный фрезерный станок. По номенклатуре станок имел 2 нуля, что говорит о его больших размерах, и носил довольно специфическое название таран. Все его основные части были сделаны из прямоугольных чугунных отливок. Необычно также и расположение колонны прямоугольного сечения, справа от центральной линии стола, а все координатные перемещения осуществлялись с левой стороны колонны. Все это создавало довольно несбалансированный вид. Несмотря на это, станок был собран очень аккуратно и был весьма стабилен в работе. К сожалению, информации очень мало по данному станку, ввиду его чрезвычайной редкости. Однако уверен, что в то время, да и сейчас, многие бы хотели обзавестись таким помощником в мастерской. Как говорил выше, у компании Childs был и токарный станок, также чрезвычайно редкий, однако он не славился оригинальной конструкцией. Это был малюсенький станок с высотой центра в 5 см и расстоянием между центрами в 20 см. Однако он славился превосходным качеством сборки. Все части станка были собраны из чугунных отливок, что позволяло ему весить около 20 кг. Плоская направляющая с ласточкиным хвостом позволяла крепить на станину не только продольную подачу, но и переднюю и заднюю бабку. Данное решение облегчало центровку и правильное позиционирование элементов станка. Ну а в целом ничего особенного в нем не было. Это максимально простой и надежный станок, который был способен удовлетворить основные потребности домашнего мастера или любителя.
Вот такая загадочная компания. А у меня на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока.